Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. Очередная распаковка на моем канале, очередное пополнение коллекции банкнот. Сходил на почту и получил вот такое письмо. Отправлено первым классом, пришло очень быстро. Конверт я уже вскрыл. Внутри находится упаковка из плотного картона. Откроем. Отклеим. И вот что находится внутри. Мы видим тут доллары США и кое-что еще. Я разобью это видео на две части. В первой части мы рассмотрим и поговорим об 1-долларовых банкнотах США. Посмотрим, что на них изображено и какая информация на них напечатана. А во второй части рассмотрим остальные банкноты. Я уже одел перчатки и давайте по порядку рассмотрим их. Как вы видели, внутри находятся доллары США. Я их тоже коллекционирую. Итак, первая банкнота США, 1 доллар 2006 года. Дизайн банкнот США разного номинала регулярно менялся, а вот банкнота в 1 доллар с 1963 года осталась нетронутой. Последнее новшество, которое было добавлено на купюр в 1963 году, это надпись «In God we trust» – «На Бога уповаем». Есть два объяснения, почему не меняется дизайн этого номинала. Первое – ее крайне редко подделывают. Второе – изменение дизайна станет ударом по индустрии вендинговых машин. Придется заменять все автоматы, чтобы они принимали новые 1-долларовые купюры. Давайте поближе рассмотрим эту банкноту. Лицевая сторона. В центре изображен портрет первого президента США Джорджа Вашингтона, написанный Гильбертом Стюартом. Портрет выполнен по технологии глубокой печати, изображение рельефное. В самом верху в центре надпись «Федеральный резервный билет». Ниже надпись «Соединенные Штаты Америки». Под надписью слева мелкий текст, дословно гласящий, что эта банкнота – легальное средство оплаты всех долгов, обязательств общественных и частных. Номинал цифрой по всем 4 углам гелиоширной рамки банкноты. В самом низу в центре надпись «1 доллар». Слева от портрета расположена печать одного из федеральных резервных банков, членов Федеральной резервной системы. В зависимости от банка-эмитента на банкноте изображены разные буквы от А до Л. В данном случае у меня G – это Федеральный резервный банк Чикаго. Ему соответствует цифра 7. Всего таких банков 12. Они расположены в крупнейших городах США. Им дано право эмиссии банкнот. Каждому банку присвоен определенный индекс, обозначенный буквой алфавита и цифрой. Эти индексы помещены на лицевой стороне купюры, буквенный внутри печати эмиссионного банка слева от портрета и слева от серийного номера банкноты. Коллекционировать 1-долларовые банкноты очень интересно как по годам, так и по индексам федеральных резервных банков. Некоторые индексы частые, некоторые встречаются реже, а некоторые и вовсе являются редкостью. Поэтому каждый сам для себя определяет, в каком ключе ему коллекционировать эти банкноты. Справа от портрета Вашингтона изображена печать Министерства финансов США. На этой печати помещены весы, символизирующие правосудие, поле с 13 звездами, число первых штатов, ключ и цифра 1789, год основания министерства. Под печатями расположены факсимиле подписей руководителей Федеральной резервной системы, в данном случае Анна Эскобедо Кабрал, и Министерство финансов, соответственно, Хенри Меррит Полсон Джр. Левее год печати 2006. Серийный номер напечатан внизу слева и вверху справа от портрета. Как я уже сказал, первая буква серийного номера – это индекс Федерального резервного банка, выпустившего банкноту.
последняя буква особого значения не имеет. Просто используются буквы в алфавитном порядке для каждого блока банкнот. Используются все буквы алфавита, кроме буквы O из-за ее сходства с цифрой 0, и буквы Z, так как она зарезервирована для образцов купюр или пробных оттисков. На некоторых купюрах вместо последней буквы присутствует звездочка, но об этом поговорим чуть позже. Далее, в правой нижней части лицевой стороны присутствует мелкий текст. Это контрольная литера и номер печатного клише, указывающего на расположение банкноты на оригинальном листе печатной формы. До 1991 года все банкноты печатались в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия. Соответствующая надпись «Вашингтон, Д.С.» нанесена на лицевой стороне банкноты чуть выше печати Министерства финансов США. В апреле 1991 года было открыто второе печатное предприятие в Форт-Уэрте, штат Техас. Банкноты, отпечатанные на этом предприятии, сохраняют надпись «Вашингтон, Д.С.» и дополнительно имеют обозначение FW перед контрольной литерой номера лицевой пластины печатного клише у правого края. Номер печатного клише лицевой стороны указывает на конкретную печатную форму, которая использовалась для печати лицевой стороны банкноты. Номер лицевой пластины печатного клише в данном случае H227. Точно так же номер печатного клише оборотной стороны идентифицирует форму, используемую для печати оборотной стороны банкноты. Номер оборотной пластины печатного клише в данном случае 171. Сегодня при изготовлении банкнот используются две формы – по 32 и 50 банкнот на одном печатном листе. Печатная форма увеличенного формата на 50 банкнот стала использоваться с 2013 года, а раньше, в 1952-1968 годах, использовалась еще форма с 18 банкнотами и с 12 банкнотами на листе. Буква и номер позиции или контрольная литера и номер квадранта, в какой позиции на пластине была напечатана банкнота, это комбинация одной буквы и одной цифры, которую можно найти на лицевой стороне банкноты мелким текстом в левой части банкноты. В данном случае это H2. Оборотная сторона. По бокам изображены две стороны большой печати Соединенных Штатов. Центр занимает слово One, над которым меньшими буквами написано «In God we trust» – «На Бога уповаем». По углам расположены цифры 1 с надписью One поверх. Верх банкноты занимает надпись «The United States of America». Современный дизайн оборотного изображения $1 банкноты был утвержден еще Франклином Рузвельтом в 1935 году. В этом же виде, с незначительными изменениями, он существует до сих пор. На большой печати США имеется большое количество символов, которые трактуются многими как масонские. При этом следует учитывать, что сама большая печать США существует с 1782 года. На лицевой стороне печати, в правой стороне банкноты, изображены белоголовый орлан, являющийся национальным символом США. В одной лапе он держит 13 стрел, в другой – оливковую ветвь, символизирующую то, что Соединенные Штаты Америки хотят мира, но всегда готовы к войне. Оливковая ветвь традиционно изображена с 13 листьями и 13 оливками. Голова орла повернута в сторону оливковой ветви, что означает большее предпочтение миру, а не войне. В клюве орел держит свиток с надписью на латинском «E pluribus unum», что переводится как «из многих единое». Эти слова принадлежат римскому философу Цицерону. Над головой орла расположены 13 звезд в облаке. Звезды расположены в строках таким образом, что в совокупности формируют шестиконечную звезду Давида. На груди у орла щит с 13 темными и белыми полосами. На обратной стороне печати, в левой стороне, изображена незаконченная пирамида, вершину которой венчает глаз в треугольнике. Она состоит из 13 уровней, традиционно символизирующих 13 штатов, первоначальных входивших в состав США. На первом уровне нанесена дата 1776 римскими цифрами. Глаз на вершине пирамиды означает «Око провидения». Надпись «Annuit Coeptis» означает «Он»,
Бог провидения одобряет наши начинания. Фраза, расположенная на свитке под пирамидой, гласит «Novus ordo seclorum» – «Новый порядок навеки» или «Новый порядок на века». Номер оборотной пластины печатного клише, как я говорил выше, 171. Точный размер банкноты 155,96 мм на 66,29 мм. Номер по каталогу Краузе 523А, первая разновидность. Но имеется и вторая разновидность с кодом выпуска 2006А. Следующие две банкноты, тоже 1-долларовые, выпуск 2009 года. У меня их две, номера подряд 1373447 и 1373448. Печатью Бостонского банка, чему соответствует буква А и цифра 1. Лицевая сторона такая же, факсимиле подписи руководителей Федеральной резервной системы Тимоти Франц Гейтнер и Министерства финансов, соответственно, Роза Гуматаотао Риос. Год на банкноте 2009. Оборотная сторона такая же, как и у предыдущей. Номер по каталогу Краузе 530, без разновидностей. Друзья, и еще одна 1-долларовая банкнота выпуска 2017 года с печатью Банка Сан-Франциско, чему соответствует буква L и цифра 12. Эта банкнота примечательна тем, что в серийном номере в конце вместо буквы использован символ – звездочка. Как я уже говорил выше, на некоторых купюрах в серийном номере вместо последней буквы присутствует звездочка. Это обозначает, что банкнота отпечатана взамен другой, дефектной или поврежденной во время печати. Одним словом, серия замещения. Такие банкноты встречаются реже и стоят на порядок дороже. Факсимиле подписи руководителя Федеральной резервной системы Ховита Каранца и Министерства финансов, соответственно, Стивен Мнухин. Год на банкноте 2017. С оборотной стороны все так же. Номер по каталогу Краузе 544, без разновидностей. На этом я заканчиваю первую часть этого пополнения. Всем большое спасибо за просмотр и участие. Встретимся во второй части, где мы рассмотрим банкноты Германии. Поэтому подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Успехов вам, друзья!